Ребят, всем привет! Попробуем открыть сезон рыбалки 2022 по зиме. Сегодня 7 января, Рождество. Всех с православным праздником. Кто у нас православный? И мы отправляемся на озеро на такой вот замечательной технике. В кабине. Тут как в хорошем автомобиле. Сегодня 7 января 2022 года, на улице минус 25, и мы отправляемся на рыбалку. Как говорится, рыбалка пуще неволи. Это точно. Это Володя. Капитан Андрюха. Ты как там смотреть-то будешь? Не видно ничего же. Пока не видно, да. Видимость нулевая, идем по приборам. Такая вот, друзья, обстановка. Стекла обледенели. Реально мороз. Минус 25, да? Минус 23, минус 25. Что-то везет вот с рыбалкой. Все время Да. под мороз под какой-то. Ну и в этом году зима такая жесткая, поэтому выбирать не приходится. Вот такая вот у нас, ребята, северная действительность. Со мной сидит человек, который ведет канал о рыбалке. Он называется Дикий. Но он ездит больше по Сейшелам, а мы тут по северам мотаемся. Выброска состоялась. Подушка пошла дальше. Сверлим свою первую лунку на сегодняшний день. Глубина сантиметров 20, да? Сколько примерно? Не? Поменьше? Да. Не, чуть побольше. Поймали ерша для начала рыбалки. Поставили самоловку на ерша. Может быть, сработает в процессе. Поднимается солнце. Посмотрите, как красиво. Волшебные кадры. Солнце на Рождество. Друзья, просверлено порядка 10 лунок. Рыба брать отказывается. Хотя мы находимся на супер уловистых местах. Супер рыбных местах, я бы сказал. Но клёва сегодня нет. На 15-й лунке удалось кое-что поймать. Перепробовано все. Володя поставил балансир. Ну что, рассказывай. Рыба капризничает, берет очень вяло. Опарышам приходится закрывать крючки полностью. Чуть только крючок торчит, сразу перестается шевеление. Клевом это не назвать, это реально шевеление. Но хоть что-то есть. Еще голов 5 поймаем, будет небольшая уха деревенская. Вот такой вот, друзья, рождественский клев. Сверлюсь рядышком. Так что рядышком, давай в эту же лунку. Давай. Давай.
Ну вот такой небольшой окунек на балансир. Нашли подход. Эти на мормышку, на блесенки ни на что не брала. Вова ловит на балансир. Ну а я попробую все-таки другие приманки. Ребят, ну вот нащупали рыбку. Еще один окуняра на ядовитую блесну. Вот на такую вот. Посмотрите. А может быть, подошло время и пошел выход рыбки. Вот, ребят, мы нашли ямку. Окунь стал попытаться покрупнее. Смотрите, он в пиявках. Мы нашли, походу, зимовальную яму. То есть он не активен, он стоит на одном месте. Ну, будем пробовать. Ну, будем пробовать. Дико замерзают руки. Стоит их только снять с рукавиц. Вот в таких вот экстремальных условиях мы рыбачим, ребята. Ребят, поставил блесну, нацепил глаз. Поклевка не заставила себя долго ждать. Вытянул окуня. К сожалению, не на камеру. Ну, как я вам уже объяснил, камера быстро замерзает. Мороз хороший. Поэтому не все удается снять, что хотелось бы вам показать. Еще маленький нюанс. Подсаживаем опарыша на балансир. Потому что рыба неактивная. И вот она берет на вот такую штуку. Обращаемся к организации под названием Rapala. Ребята, нам нужны ваши блесны и теплые зимние сапоги. У тебя Rapala, да? Да. Ну, кстати, Rapala рулит, да. Rapala рулит и на воблерах, и на балансирах. На воблерах летом, на балансирах На зимой. Сейшельских островах местные рыбаки считают самым уловистым воблером Rapala красно-белую тампакс, который мы называем. Ловят на них тунцов по 200-300 килограммов. Да, это вам говорит, ребята, ведущий программы Дикие Сейшелы. Дикий Сейшелы, которого занесло каким-то чудом в Карельскую тайгу. Потому что я здесь живу, ребята. Ставим рекорды, сколько можно продержаться при минус 23 без рукавиц, голыми руками. Ну, либо заодно еще раз проверим, работает ли закон подлости, когда включена камера. Не клюет обычно. Ну, либо она должна быть включена все время. Но, как вы уже поняли, на улице такой дубак, что камера не выдерживает, и аккумулятор выключается. Вот он, закон подлости в действии. Да. Не хочет на камеру. Не хочет. Вот, друзья, вот такая вот блесна у меня насажена. Очень неплохо берет на нее. Видите, и подсадил окуневый глаз. Начались такие резкие прям поклевки. Сейчас подправлю глазок и запустим это дело все обратно в лунку. Ну что, погнали дальше. Ребят, посмотрите, как быстро замерзает лунка. Не могу окунуть туда свою блесну. Ну что, процесс пошел. Насадил очередной глаз. Жирный, красивый окуневый глаз. Ждем поклевку.
Нужен окунек на самоловку, но окуньки стали попадаться больше средних размеров. На самоловочку поймать пока ничего не можем. Греемся кофеечком. С Рождеством вас, ребята! Ваше здоровье, господа. Да, видите, какой холод, замерз аккумулятор в дрели. Но все еще работает. Сверлит, но уже с трудом. Друзья, вот что мы находим в этой зимней рыбалке? Казалось бы, летом и рыба покрупнее, ее больше, и ловить комфортней. А мы идем и идем на озеро, замерзаем, сидим у этих холодных лунок. А вот смотри, чтобы каждый раз не сматывать леску, есть очень простой прием. Как перейти от лунки к лунке и заодно проверить, какая там глубина, больше или меньше, чем была на предыдущей. Ловим лайфхаки на ходу. Ловим рыбу и лайфхаки. Ну что у нас здесь с глубиной? А посмотрим. Глубина-то поменьше. Перешли буквально на 3 метра. Да, и на 70 сантиметров меньше. Однако. Значит, мы на свале. Значит, мы на свале. Вот так вот стоим. Осталось выманить нашу рыбу оттуда. Ну, клюй, рыбка большая, маленькая. Лучше большая. Маленькая тоже нужна нам. Маленькая вкуснее. Нет. Маленькая вкуснее на самоловке смотрится. Да, да, да. О, есть. Ну вот видите, ребят, блесна рапала. Снова в работе. Снова в деле. Ну, кстати, этот окушок нам пойдет и на самоловку. Здесь где-то 12-килограммовая щука плавает. Попробуем ее взять. Возьмем. Если получится. Вот такой вот. Побегу ставить самоловочку. Давай. Друзья, экспериментирую с насадками. Поставил блесну валя. Выдернул пару окуней. Продолжаю ловить дальше. У меня снаряжено 5 удочек. Везде разные насадочки. Начиная от мормышки, заканчивая большой блесной аляской. Поскольку дело движется к глухозиме, в этом году зима у нас ранняя. В декабре уже все было сковано льдом. Морозы прижали как-то сразу и не отпускают. Поэтому ловим в режиме глухозимья. Ну на камеру хоть убей, не хочет клевать. Ну, один раз было. Один раз, да. Ого, ого. Вот это хороший товарищ. Здорово. Леска тоненькая. Еле-еле. Тем интереснее ловить, да? Да. Было ощущение, что вообще гигантикус, необыкновенникус. Ну что, хороший окунь. Вкусный, сковородочный. Кстати говоря, синего цвета. Это донный окунь. Да, и он без пиявок. Этот ходит, этот кормится. Та-дам! Вот, друзья, не классическая ситуация, когда рыба чуть-чуть меньше, чем блесна. Но это надо уметь еще такую почувствовать и подсечь. Так что профессионал в деле. О! Замерзла в лунке, бедолага.
Давай, беги. Шла? Мамку позови. Зови мамку. Это она и была, походу, да? Пару раз мне тут дергала. Ну что, ты доволен? Доволен. Ну и хорошо. Блесна сработала. Вот такая вот блесна здоровенная, Аляска. Пытался поймать хищника, клев подзатих, думали, щучка подошла, либо судак. Ну вот видите, поймал что. Ну так тоже бывает, это рыбалка, друзья. Близится к завершению наш рыбацкий день рождественской рыбалки. Снимаем наши жерлицы. Жерлицы сегодня не сработали. На ночь оставлять не будем, поскольку сильный мороз. И завтра их придется отбивать топором. И есть возможность, то есть есть вероятность перерубить леску. Ой, ё-моё. Перерубить леску и все такое. Одним словом, забираем наши самоловки. Собираем наши самоловки. Ребята, вы видите это мороженое лицо канала в деревушке на Онега. Сегодня было очень холодно, мне даже немножко тяжеловато говорить. Но мы поймали рыбу. Вот она. Неплохие достаточно окушки. Уже подмерзли. Клев был, не сказать, чтобы клев был очень активный. Но мы нашли к ней подход, нашли вот эту ямку. Зимовальную эту яму для рыбы. Половили рыбы, поймали кайф и получили огромное удовольствие. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рыбачим с деревушкой на Онега. Но я еще не прощаюсь. Сейчас за нами придет наш великолепный транспорт, и мы пойдем домой.